Мое почтение, друзья! С вами, как всегда, Сергей Кодолов, и сегодня будет 4-й ролик про плитку ПВХ. Тогда мы выпустили эти 3, я вам рассказал то, что знаю, и тут на меня вышел большой импортер плитки ПВХ, 5-й в России, как мне сказали, входит в топ-5. И он там где-то в середине этой пятерки. И говорю: слушай, Сергей, мы посмотрели твои ролики. В целом мы, конечно, шокированы от твоих знаний, но хотим тебя пригласить и рассказать тебе что-то такое, чтобы ты просто вообще был шокирован. Я говорю: ну окей. Я пришел, и я был шокирован. Мне рассказали кучу всего, как завозят, про экологичность, про наценки, про таможни, что я просто охерел вообще. И вы сейчас тоже охереете. Поехали. Какая плитка бывает? Бывает эластичная, бывает жесткая. Дядя Леша, засылаем. Прилетела эластичная. Давай сразу жесткую, чтобы пожестче было. А это жесткая. Собственно говоря, разница, ну как-то вот так. Я думаю, видать. И давай эластичную с замком еще. Полетела. Эластичная с замком. Мы потом подсъемочку сделаем, хотя мы ее уже 100 раз показывали. Может быть, и повторяться не будем. В чем плюс вообще эластичной плитки ПВХ? То есть тут тоже, опять же, объясняю, да? Ее главное преимущество в том, что она появилась первая, и поэтому про нее все знают. Эта плитка появилась, можно сказать, совсем недавно. В чем минус вот этих вот покрытий? Дело в том, что для них нужно очень хорошее основание, для вот этой вот гибкой плиточки ПВХ. Если есть какой-то бугорок, в виде ручки мы возьмем, да, то когда мы эксплуатируем плитку, ходим, шаркаем и так далее, вот этот бугорок, он изнашивается сильно быстрее, чем если бы основание было идеально ровное. Поэтому основание нужно идеально ровное. Но потом залетела вот такая плитка, да, то есть она немножко потверже, мы видим сразу, и в ней вырезали замки. Вроде бы хорошо, но не очень. Замки эти периодически расходятся, если не укладываешь там на клей или на клеевую подложку, так как все-таки эта технология, она из твердых, грубо говоря, из ламинатов взята и перенесена сюда. То есть без клеевой подложки тоже получается, не фонтан, не так хорошо, как было бы с ней. Ну а вообще, ради чего мы тут все собрались? От полов-то нам по факту много и не надо. Нам нужно, чтобы они лежали у нас на полу и сохраняли свой внешний вид. Все. Это называется износостойкость. Но самое интересное, что мы и европейцы под износостойкостью, как и под экологичностью, под всем остальным, подразумеваем вообще совершенно разные понятия. Для них износостойкость — это чтобы сохранился рисунок. А что-то у некоторых производителей там, начиная от 10 квадратных сантиметров начинается. То есть даже если рисунок протерся, но это не 10 квадратных сантиметров, значит все нормально. Для нас, как для русского человека, да, нам нужно, чтобы это все дело просто не царапалось. То есть поцарапалось уже не так красиво. А европеец смотрит, поцарапалось, с рисунком все нормально, все. А для нас это нет, не подходит. И теперь мы переходим к следующей части. Вот эта ПВХ-шка, она эластичная. Эластичное, мягкое основание. Любое мягкое основание, вы сами знаете, ногтем взял его, ткнул, прорезал, без проблем. Без проблем. Когда оно твердое, например, вот такое, то есть оно более прочное, и прорезать его сильно сложно, ногтем или чем угодно. И, соответственно, чем покрытие более мягкое, тем оно более царапающееся. Чем оно более твердое, тем оно менее царапающееся. Хотелось бы на вот эту вот мягкую ПВХ-шку прикрепить покрытие от вот этого вот твердого, но хрен там плавал. Почему? Потому что оно просто лопнет, когда эта ПВХ-шка возьмет и все, она лопнула. Очень просто. Но в обоих случаях, что здесь сверху полиуретан. Просто здесь он более мягкий для защиты, а здесь он более твердый. И это такая штука, это как вот стекло на смартфонах, да? То есть если стекло мягкое, то оно защищает от ударов, если оно твердое, то оно защищает от царапин. И вот все время вот эта вот борьба идет где-то на грани, да? Но невозможно сделать твердо-мягкое защитное покрытие. Оно будет либо твердое, либо мягкое. Либо от одного, либо от ударов, либо от царапин. Мне дали просто супер аппарат. Давай, засылай, Карабас. Он очень нежный, поэтому мы его не кидаем. Линолеум. И спортивный линолеум. Миллениум. Мне дали такой вот дурометр. Прикольная штука, она показывает твердость покрытий. И мы сейчас прогоним. Вот тут, наверное, нам нужна будет подсъемочка, я чувствую. Это твердая плитка ПВХ. Ставим наш дюрометр. Прижимаем ровненько. 80 твердость у него. Ровно 80. Меняем теперь. Берем нашу замковую, которая помягче должна быть. Прижимаем. Видим, не доходит до 80. Там 75. Есть. Вообще нужно мерить в нескольких местах, мы сказали, но в целом особой роли это не играет. Главное, чтобы была ровная поверхность. Теперь берем мягенькую плитку ПВХ.
Прижимаем. Тут уже где-то там, ну, 60. Она еще мягче. Для примера у нас есть еще спортивный линолеум нам выдали, который там очень прочный и все такое. У него порядка 40, короче, прочность. Вот такие дела. И обычный линолеум наш для образцов, домашний, ну, 15. Короче, вообще несерьезно. Вот такая вот разница. Мы только что сделали подсъемочку с этим дюрометром. Я думаю, что вы прониклись. Все. Собственно говоря, этим и отличается твердость. И чем, соответственно, покрытие более мягкое, тем менее оно твердое. Вот какие дела. И теперь, если мы берем чем-нибудь острым, проходим по чему-нибудь мягкому, и чем-то острым проходим по чему-то твердому, ну, в зависимости от остроты, да, но, скорее всего, царапины будут везде. Чем бы ты острым ни прошел в нашем мире почему угодно, какая-то царапина будет. Но на более твердом вот эта вот борозда будет, ну, не глубокая, а на мягком борозда будет глубокая. И, соответственно, на мягком царапины видны сильнее, чем на твердом. Но есть тут один, кстати говоря, лайфхак. Если вы все-таки хотите себе мягкое покрытие, так оно немножко подешевле, то здесь в бой вступают наши дизайнеры, которые могут подобрать покрытие, на котором царапины видны не будут. Например, вот это вот белое, да, хоть ты его и шинкуй вообще вот так вот, там, Чикатило придет и изнасилует это покрытие, ничего не будет страшного, потому что здесь ничего не видно, кроме пыли. Пыль надо будет чаще вытирать. Смотрите, у нас есть мягенькое слева, тверденькое справа, и посерединке вступает новый игрок. Я даже не уверен, что вы когда-то такое видели. Сейчас я расскажу про классификацию. О, мужики нам тут даже подписали, господи, большое спасибо. Это покрытие мягенькие, называются LVT, Luxury Vinyl Tile. Вот это у меня в руках тоже плитка ПВХ, она весьма пористая, мы подсъемочку сделаем, называется WPC, Wood Plastic Compound называется, то есть дерево, пластик, композит. Дерево, пластик, композит, а вот это вот твердое, это SPC, Stone Plastic Compound, то есть камень, пластик, композит. А LVT Luxury Vinyl Tile премиальная виниловая плитка. А? Чувствуете? My English is very well. London is a great capital of что-то там. Я думаю, попробуем такое в небе какую-то такую табличку нарисовать. LVT, WPC, SPC, они все состоят из PVC, что значит ПВХ, и какого-то там твердого плотного наполнителя, да, типа там кальций СО3, там и там есть небольшие разновидности. Ну, грубо говоря, это что-то типа мела, да, вот. Мела или кварца там, или, ну, это все в целом одно и то же, типа камень. А ПВХ является связующим материалом этого вот камня. Теперь пошли по пропорциям. Здесь 3 к 1. 3 ПВХ, 1 камень. Как это делается? На 3 лопаты песка, 1 это, да. Вот здесь на 3 лопаты ПВХ, 1 лопату камня надо. Здесь на 1 лопату ПВХ, 1 лопата камня, 1 к 1. И здесь всего 1 ПВХ и 3 камня. Также сюда добавляется какое-то минеральное масло. Нужно оно для того, чтобы эта хреновина была эластичная. В эти они не эластичные. То есть, что вот это не эластичное, что вот это ни хрена не эластичное, и поэтому у них никакое минеральное масло не добавляется, по технологии не нужно. Оно добавляет огнестойкости, в целом это положительное масло, не отрицательное. Этим огнестойкость нафиг не нужна, потому что в нем 3 части камня, и поэтому камень не горит, и, соответственно, дополнительная огнестойкость ему вообще не укажет. Есть такая штука еще, стабилизаторы. Стабилизаторы есть тут, и их нет тут. Они нужны для того, чтобы вообще с этой вот массой можно было работать. Потому что когда там при 140 градусах эту ПВХ расплавляют, чтобы она могла принимать какую-то форму, а не растекаться там как жидкий пластилин, добавляют эти стабилизаторы. Что сюда? Что сюда? Здесь не надо. Эти стабилизаторы используются только на этапе производства, и в целом, когда вы используете это у себя дома, вы никак с этим не взаимодействуете. И есть еще вспенивающий материал, вспенивающий агент, он есть только здесь, здесь нет, и здесь тоже нет. Я думаю, на подъемочке было видно, какая-то штуковина пористая, очень пористая, не весит вообще ровным счетом ничего, мы потом расскажем, зачем это все сделано. Кстати говоря, он Wood Plastic Compound, что Wood-то? Вроде как туда добавляют древесную муку, но это не точно.
И исходя из всего этого, плотность покрытия. Здесь 1600 килограмм на куб, здесь 1000 на куб, здесь двушка на куб. Самая плотная, самая тяжелая. Все, теоретической частью мы закончили, а теперь пошли секретики. Пошли секретики, значит. Что бывает? ПВХ бывает из первичного материала и вторичного материала. Вторичный материал чаще всего серый, а первичный ПВХ, он чаще всего белый или прозрачный, что я совершенно не подозревал. Засылай серенькую. Честно говоря, если мы заглянем сюда, то это не совсем то, это нижняя подложка. Надо смотреть вот в разрезе. Вот это вот классический вторичный ПВХ. А вот этот вот беленький, красивенький, это классический первичный ПВХ. То есть вся LVT плитка на сегодняшний день делается из вторичного ПВХ. Но, кстати говоря, для европейцев это хорошо. То есть у них этот маркер есть такой в голове, что, блин, мы сохраняем леса, там еще что-то, поэтому, блин, ну не так приятно, конечно, что из вторичного я себе куплю, но зато я сохраню леса. Хотя для русского человека, честно говоря, я смотрю, не особо маркет такой, как бы я лучше себе куплю первичный, а леса, хрен знает, что там леса. И так как нам все это рассказывала компания-импортер, они дали нам интересную статистику. У нас в России рынок это 260 миллионов квадратных метров покрытий в год завозится. Из них 30% плитка керамическая, 30% линолеум, 30% ламинат. 4% всего ПВХ-шечка, вообще вся, которая есть. 4% еще какая-то доска, и там остались вообще какие-то мелочи совершенно. И вот плитка ПВХ сейчас, она агрессивно растет, заполняет все больше и больше рынка, никто в ней ничего не понимает. И что делать импортерам? Импортер хочет хорошо зарабатывать. Значит, есть вот эта плиточка, да, окей, она уже потихонечку отходит, да. Есть вот эта крутая плитка, хорошо, тяжелая, классная. Но у нас таможня устроена таким образом, что у нас все растамаживается не по квадратам, не по инвойсам, а растамаживается по килограммам. Соответственно, WPC это выбор импортера. Весит она в 2 раза меньше, чем вот это вот. Называется также плитка ПВХ. И как бы юридически это тоже плитка ПВХ. Но ее сюда завозят, ставят на нее, соответственно, больше наценку. Она продается по таким же ценникам, как вот лакшери всякая плитка, продается еще и вот это. Тоже по таким же лакшери ценникам. Но вы не подозреваете, что материала в ней меньше, чем вот в этой. В этой спрессованный камень с ПВХ, а в этой немного камня, немного ПВХ и вспенивающий агент. То есть и пузырьки. Вы покупаете камень, ПВХ и воздух по цене камня и ПВХ. Но здесь заплатите еще за воздух. И тот, кто завозит, может на ней просто больше заработать. Вы за нее заплатите больше, чем она стоит, а преимуществ больше не получите. Потому что воздух в ней это не преимущество, это недостаток. Так, теперь немножко про взаимодействие с теплым полом. Этих ребят я бы из соревнований убрал, хотя с теплым полом они взаимодействуют прекрасно. И взял бы двух вот этих вот ребят. Когда люди покупают себе покрытие меньше, чем 1000 рублей за квадрат, то про теплый пол обычно речи не идет, потому что, ну, значит, денег нет, да, потому что покрытие дешевое, окей. Когда мы покупаем хорошее покрытие, то вопрос про теплый пол встает. Где мы делаем квартиры, мы теплый пол делаем просто везде. И если мы будем нагревать до 40 градусов теплый пол, то на этой плитке перепад будет всего полградуса. То есть 40, а на этой будет 39,5. А вот эта плитка теряет где-то 6,5 градусов, пока через нее пройдет тепло. С одной стороны, вы будете тратить больше электроэнергии. Ну, на самом деле, в рамках Владивостока я бы не сказал, что меня сильно напрягает на то, что я буду там тратить немножко больше там по деньгам. Да, денег будешь тратить больше за тот же самый эффект. Но это не так напрягает, как то, что она будет греться дольше. Вот это вот больше раздражает. Ты включил теплый пол, хочешь сразу зайти на горяченькое? Нет, братан, извиняй. Ты сначала постой немножко на холодненьком, а потом тебе будет тепло. И вот это, мне кажется, самое главное преимущество. Это она очень плотная, в ней сплошной камень, то есть ты зашел, и сразу у нее проводимость тепла идеальная. Сразу зашел и тепло. А на эту сразу зашел и не так тепло. Ну и также, когда нагревали все это дело до 40 градусов, то выяснилось, что на 3,5 метра, вот так, в длину выложили 3,5 метра этой плитки, и она расширилась всего на миллиметр, да, температура расширилась на 1 миллиметр на 3,5 метра, то есть это, ну, просто ни насколько. А вот это вот расширилось на 3,5 миллиметра, то есть 3,5 раза больше. Еще есть водонепроницаемость, такой раздел, да,
что у этих, что у этих, что у всех. Вообще, если так посмотреть, то проницаемые поверхности все, на самом деле. Даже если мы возьмем стекло, кинем куда-нибудь в воду, она все равно нет-нет, да вода в нее проникнет. Ламинат, насколько мы знаем, просто конь какой проницаемый. Если когда-нибудь там кого-нибудь топили с ламинатом, да, то вы знаете, что он встает бугром, у него там, ну, короче, хана ему приходит. Вот эта WPC, она более проницаемая, чем вот это вот. Но опять же, если вас зальют соседи, например, да, если ламинат вам придется выкинуть, то эти покрытия, скорее всего, вам выкинуть не придется. Но если с этой не будет вообще ничего, то WPC она может, ну, чуть-чуть там, где-нибудь там изнахариться. Но в целом, они вот в области водопоглощения все просто супермены, похером на воду. Я, кстати говоря, за эту плитку ПВХ я вообще очень сильно люблю, за то, что мы можем делать примыкание керамогранита и, например, плитки ПВХ без порожков. Это просто идеалочка. То есть с ламинатом такого нельзя сделать просто никогда. А с плиткой ПВХ с любой. Теперь самое смешное. Экологичность. Что вы подразумеваете, когда слышите экологичность? Европейцы, когда слышат экологичность, они подразумевают экологичность при производстве. А мы, когда слушаем экологичность, это отношение к себе, любимому. Экологичное, это значит, когда я буду дышать. У меня как все будет? Хорошо, плохо. А у европейца экологичное, значит, при производстве, там, чтобы никто ничего не пострадало. И поэтому тут есть куча всяких маркировок. Вот, тут тоже зеленый лист, там, зеленый крест, там, голубой ангел, там, еще что-то такое. Мама дорогая. В Европе это все значит, что ни одно дерево не пострадало, ни одна лиса не умерла, ничего нет, а мы полностью экологично произвели плитку ПВХ. Ну, нам-то как бы... Но не будем так хорошо прямо расписывать. В ПВХ есть опасный элемент, это хлор. Единственное, что хлор, ну, часто нас в жизни окружает, например, там, формула соли, грубо говоря, натрий хлор, в связанном состоянии мы хлор всегда потребляем. То есть натрий плюс хлор, мы берем соль, посолили, съели хлор, ничего с нами не случилось. В плитке ПВХ тоже есть хлор, но он связанный. Его можно развязать, но для этого нужно нагреть помещение, нагреть плитку ПВХ до 140 градусов. Чаще всего это пожар, когда у вас огонь горит в вашей квартире. Когда у вас огонь горит в квартире, у вас 140 градусов в помещении, да, если вы в нем находитесь, то у вас сильно больше проблем, чем выделение хлора из плитки ПВХ. Соответственно, эта проблема такая, достаточно мелкая. Будет выделяться хлор при пожаре, но в квартире вас, скорее всего, уже не будет. А если вы там есть, то походу вы уже сгорели. Вам на этот хлор уже наплевать. И также есть такая штука про 27 градусов. Я везде вижу эти 27 градусов на каждом заборе. Нельзя греть выше 27 градусов. Чё? И нигде никого не мог найти подтверждения. Думаю, в чем проблема? Чё эти 27 градусов? Типа там будет что-то вредное, еще что-то. Короче, не грейте до 27 градусов. Я говорю, мужики, что такое? Что с теми 27 градусами? Они говорят, братан, да все просто. Когда ты вот греешь там ламинат или еще что-нибудь, как у любого тела, ты греешь, и оно расширяется. И несмотря на то, что плитка ПВХ расширяется совсем чуть-чуть, а ламинат, например, расширяется сильно сильнее. Вот, например, ты нагрел, и оно начало, расползаться. Оно начинает расходиться. Иногда, не всегда, но иногда начинает расходиться. И производителю приходят претензии, ему нужно идти, разбираться, а это что, проводить какую-нибудь экспертизу, начинается какая-то проблема, и все. И поэтому все везде пишут, до 27 градусов все стабильно. Там что ламинат, что ПВХ, более-менее стабильно. Выше 27 градусов, хрен знает, никто не знает, что будет. Может и солнце светить, и полы греть, и это все прижато какой-нибудь мебелью. Куча проблем может возникнуть у производителя при этом нагреве выше 27 градусов. И поэтому все пишут, выше 27 градусов не нагревайте. Не потому, что там начинается атомная радиация или что-то в этом роде, а просто потому, что производитель не хочет никуда ехать, проводить какие-то экспертизы и еще что-нибудь типа того. Вот ему это нафиг не надо. Он продает продукт, кто-то качественный, кто-то не очень, но все продают продукт и довольны. А ехать там с кем-нибудь разбираться, вести какие-то судебные терки никто не хочет. Именно поэтому везде написано, что выше 27 градусов ничего греть не надо. И будет вам счастье. Чуть не забыл. Самое важное, под вот это вот твердое дело, как и под ламинат, можно положить пленочный теплый пол. А под вот эту шарагу мы пленочный теплый пол не положим, потому что она просто возьмет такая и разъедется на нем. Еще пара особенностей. Эта SPC-шка, она вся спекается с единым фронтом, а WPC-шка нет. У нее есть ее основание, вот это вот вспененное, а сверху на нее наклеивается LVT-шка, и таким образом получается вот этот гибрид бульдога с носорогом. И теперь моя любимая рубрика
цены. Значит, что у нас есть? Вот это вот дело можно купить. Ну, я все буду говорить про нормального качества, не буду говорить про какую-нибудь там, про что-нибудь совсем непотребное, да? То есть вот это можно купить что-нибудь там по 1300 за квадратный метр. Такого неплохого, адекватного качества. С замочками. Где-то 1700 рублей квадратный метр можно притарить. Опять же, цены Владивостока. Цены Владивостока. Не падайте в обморок. Те, кто живет в Москве. Вот это дело где-то 2-500 за квадрат. И самое смешное, что вот это дело тоже где-то 2-500 за квадрат. Хотя понятно, что это в завозе дешевле, в себестоимости дешевле. Просто на него большая наценка. Ничем не оправдано вообще. Это дело, на его производство трудозатраты примерно такие же, как на вот это. Но, так как она сейчас новая, там, такая жирная и все, поэтому на нее сейчас цена чуть-чуть выше. Я думаю, что когда рынок насытится, немножко подсожмется, на нее цена подупадет, и она будет стоить дешевле. Все, по ценам все понятненько. И в конце шок-контент засылаем. Когда люди хотели еще как-то извратиться, они сделали вот это, а потом, что еще можно сделать? Можно эту вспененную основу, которая, блин, ну не такая крутая, как остальные, приклеить ламинат сверху. Вот это мы тоже под съемочку сделаем, вот это просто жестяк. Вот что плохое можно было объединить, объединено вот здесь. Дьявол кроется между этими двумя слоями, короче. Он засел, и если вы, не дай бог, кто-нибудь вас потопит или еще что-нибудь, вашему половому покрытию придет конец. Вот так вот. Ну что, друзья, я думаю, что про плитку ПВХ теперь понятно вообще все. В целом, цена соответствует качеству, что вот здесь, что вот здесь. Здесь нет, но я надеюсь, что, блин, вы все поняли, вам все понравилось. Если так, если вы поможете разогнать этот видос, вот ты, лично ты, который смотрит это видео, ты почему еще не подписан? 75%, кто меня смотрит, не подписаны. Напиши мне об этом в комментариях, чтобы видео больше поднялось. Колокольчики, вопросики, лайки там, поставьте, подпишитесь. Будет классно. Будем пилить дальше вот этот вот умопомрачительный контент про всякую невероятную хрень. Ну и заказать дизайн и ремонт вы можете, как всегда, по ссылочкам в описании. От души, друзья. Казалось бы, самый обычный город, но нет. Если мы заглянем в углы, то мы там увидим ТЦ-профиль. Обычно такие конструкции делают из профилей для гипсокартона, но они не сильно к этому подходят и приходится что-то там колхозить. С ТЦ-профилем вам нужен ТЦ-профиль, шестигранник, немного интеллекта и проект компании Водолов Групп. Он прочный, надежный, и вот здесь можно посмотреть. Есть готовая конструкция, она очень прочная, очень надежная, как каменная. И с ней вы можете не переживать за трещины, их однозначно не будет.